Всем привет, дорогие друзья, на канале PakeMaker. С вами, как всегда, я, Михаил. Приглашаю вас прослушать рубрику «История персонажей» из игры GTA San Andreas Definitive Edition. Сегодня я вам расскажу про Мелвин Биг Смоук Харрис. Мелвин Биг Смоук Харрис – центральный персонаж и вторичный антагонист в GTA San Andreas Definitive Edition. Биг Смоук начинал свою роль в игре как старший член группы Street Families. Позже он предал банду, чтобы стать центральной фигурой в наркобизнесе Лос-Сантоса. Войдя в союз с бандой Баллас и Лос-Сантос Вагус, также становится менеджером своего друга Джеффри Уджлок Кросс. Мелвин родился в Лос-Сантосе, вероятно, в Гентоне. В какое-то время после этого он стал членом группы Street Families, получив прозвище Биг Смоук, и поднялся по служебной лестнице банды и стал высокопоставленным членом банды. А вот Карл Джонсона из города в 1987 году позволил Биг Смоуку и лидеру банды Шону Свиту Джонсону развязать более тесные отношения, и впоследствии Мелвин стал правой рукой Свита. Свое уважение в банде Биг Смоук получил, вероятно, благодаря интеллекту и уму. Он много раз в философском ключе цитирует Библию, что намекает на то, что он может быть начитанным и религиозным человеком или может иметь философское видение на жизнь. Однако Карл утверждает, что Смоук по-прежнему говорит всякое дерьмо. Семьи из Гроув-стрит, выступающие против торговли тяжелыми наркотиками, постепенно теряют влияние и статус среди городских банд, а их заклятые враги Балласы, в свою очередь, наоборот, наращивают свой наркобизнес, что позволяет им расширить свое влияние. Биг Смоук понимает, из-за чего продолжает спать Гроув Стрит Families. Пытается убедить Свита позволить семье с Гроув Стрит продавать более сильно действующие наркотики, так как семьи уже продают марихуану и фенциклидин. Но Свит отказывается, поскольку считает, что кокаин окажет разрушительное воздействие на банду. Не сумев убедить Свита, Биг Смоук решает передать банду и заручить с поддержкой другого уважаемого члена группы Street Families Лэнса Райдера Уиллисона. Вместе они образуют подпольный союз с Балласами. Позже выясняется, что, пример, в это же время Смоук связывается с Фрэнком Темпенни, коррумпированным офицером Крэш. Также в какой-то момент с 1987 до 1992 года Биг Смоук переезжает в Айдлвуд, район под контролем Балласом. Смоук спокойный человек, имеющий хорошее чувство юмора. Он любит хорошее поесть, например, в закусочной Клаки Белл, выпить спиртного, послушать радио, покататься по городу, сыграть в приставку, пострелять по бутылкам у Эммита и даже сыграть в баскетбол со Свитом. Несмотря на то, что Смоук является предателем, он с уважением относится к Си-Джею, в отличие от Темпенни и Райдера, которые являются врагами Си-Джея. Он носит зеленую рубашку с белыми засученными рукавами, черную шляпу-котелок, очки с квадратными линзами, серые джинсы и серые ботинки. Имеет плотное телосложение. В первых нескольких миссиях Смоук выглядит счастливым, а в последней миссии у него вытрященные глаза с поднятыми бровями, что и указывает на то, что все это время Смоук употребляет наркотики и курил траву. А если вы хотите узнать о разных раздачах на разных площадках, или вот на приложении iOS и других разные промокоды, разные игры, разные площадки, разные халява, то присоединяйтесь к моей группе «Ну просто халявы». Ссылочка находится в описании данного видеоролика. Тут каждый день модерация данной группы, в том числе я лично, вас радует разными халявами. Биг Смоук ездил на синем Глендейле за белыми крышу, на которой есть номерной знак А2ТМФК. Мнения о значении этого слова различны. Некоторые считают, что это аббревиатура двусмысленного ублюдок, отсылка к его предательству по отношению к семье с Гроув-стрит.
Некоторые считают, что это аббревиатура двухной ублюдок, отсылка к его весу. Ранее он водил черный многолетник, пока тот не был уничтожен Балласами в перестрелку с проезжающей мимо машины. В бета-версии Big Smoke изображен одетыми в белую футболку Лос-Сантос Сантос и черные брюки у Смолка, лысая голова, которую можно увидеть на статуе у Смолка на фабрике по производству наркотиков в Восточном Лос-Сантосе или на заднем панели корпуса PS2 сверху посередине, а также на свитере Райдера и без шляпы и солнцезащитных очков. После того, как Карл получает стрижку у старины Риса, можно услышать, как Рис просит Карла сказать Биг Смолку, что ему нужна стрижка. Несмотря на ироничный факт, что Смолк лысый, отсюда и причина, по которой он не пришел за стрижкой. Однако во время второй миссии Райдер подразумевает, что у старого Риса болезнь Альцгеймера. В Глендейле Биг Смолк по умолчанию установлена радиостанция Баунсон FM, а в миссиях девятки и АК также можно услышать песню Funky Worms группы Oni Players, что подразумевает, что это может быть его любимой радиостанцией. В прохождении миссии выясняется, что Биг Смок пытался перейти на хлебную диету. Показано, что у Биг Смока есть два больших пулевых отверстия в его броне после перестрелки во время конца линии, независимо от того, как он был убит. Даже после предательства своей банды Смок продолжает носить зеленую одежду. На четвертом этаже дворца Карека Смок можно найти коврик с логотипом Rockstar North и надписью Not Welcome. Вам здесь не рады. В GTA 5 в стрип-клубе можно увидеть толстяка, внешне похожего на Биг Смолка. За все время миссии Смолк ни разу не снимает очки и шляпу. В роликах миссий, выдаваемых Биг Смолку, ни разу не показан интерьер его дома. Сама кличка дословно переводится как «большой курильщик» или «большой дым». Локализация от IDN Soft Club, мобильной версии игры Definite Edition, его прозвище было переведено как «паровоз», как человек, который много курит, хотя не видно, чтобы Биг Смок много курил, зато это можно заметить за другим персонажем Райдером. Биг Смок имеет сходство с Дмитрием Расколовым, главным антагонистом игры GTA 4. Они оба начинали роль друзей главного героя. В GTA San Andreas Definity главным героем является Карл Джонсон, а в GTA 4 Нико Беллик. Потом они показали свою истинную лояльность к другому антагонисту. А затем они исчезли в остальные части игры и не появлялись до ее окончания. Но Дмитрий гораздо более жестокий подлец, чем Смок. Если Смок никогда не хотел убивать Карла, но пытался только для самообороны, то Расколов пытался убить Нико Беллика на протяжении всего сюжета. Учитывая этот факт, Биг Смок стал частью Расколова. Также, несмотря на то, что они не появляются вместе вообще, они по-прежнему играют большую роль в игровом сюжете на всем его протяжении. Также Биг Смок имеет сходство с Билли Греем, главным антагонистом The Lost MD. Они оба были друзьями, а также члены банды протагониста. Оба предали банды и оба подговаривают на предательство другого члена банды. Смолк подговорил Райдера, Билли Брайана, Джереми. И тоже оба исчезли после предательства и не появлялись до финала игры. После того, как Биг Смок начал скрываться, то по радио можно услышать, что Биг Смок открыл дом для сирот и комментирует это тем, что когда мама спросила его, кем он хочет стать, то он ответил, что хочет быть спасателем народа. Затем сразу говорит, что он был сиротой и смотрел, как в его районе выживают дети. Желаете меня поддержать? Не забывайте подписываться на мой буст. Вы увидите мои слезы, мои огорчения, просто веселый, прекрасный контент неудачных фейлов моментов. Ссылочка находится в описании данного видеоролика. И на этом история про Мелвин Биг Смок Харрис из игры GTA San Andreas Definity Edition подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте про действия, которые видите прямо сейчас на ваших экранах. А именно лайк, колокольчик и подписка на канал. С вами был Михаил с канала Пайка Мейкер.